Приветствую, привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay, мы продолжаем играть в Shadow Fight 2. Точнее 3, не 2, какой 2? Что-то я, блядь, вспомнил вторую часть вдруг резко. В прошлой серии мы посмотрели вот эти идеальные свидания, я записываю сразу же вторую серию, так что пойдем сразу по сюжету. С идеальное свидание я и дальше не прошел. Это мы читали, то, что там напали северяне, кого-то надо спасти, пойдем спасать. Так, мстительный боец. Северянка. На по лицу. Мстительный боец. Вообще насрать. Понятно. Я вообще гончая. Кстати, гончая, это ж вроде и есть эти северяне, не? Ну, типа огонь, вот эти все дела. Это вроде как легионский доспех, но это вроде северяне. Так, ничего нового. Ничего нового. О, блять. Назад. Я просто назад. Просто возьмите назад, воскресите эту северянку. Пусть дальше его пиздят. О, я уж расчался с жизнью. Где вас носило? Вы видите, в какой мы тяжелой ситуации? При всем уважении, господин советник, нам сложно оценить ситуацию снаружи. Что тут произошло? Их немного, но они в 2 счета расправились с охраной. Сейчас они рассыпались по всему городу, но бессмертные в надежном укрытии. На главной улице бесчинствует детина с огромным молотом, уже человек 15 поломал. Это один из них, из их древаров, если не ошибаюсь. Древар. Ох, сегодня плохой день. Так, талисман скаута или теневуха сержанта. Отто молча протягивает вам флягу знаменитой столичной теневухи. Лишь истинный легионер может вынести один ее дух. Лицо Холма кажется вам таким знакомым. Он говорит, что побывал во многих передрягах, а отцовский талисман всегда его спасал. Теневуха, какой талисман? Пусть эти огнепоклонники только попробуют вашей крови испить. Сразу отдадут теням свои мерзкие души. За короля, за теневой легион. Ура! Опять невозможно? А что так резко невозможно? Да, этот древар не один, а с дружками. Холм, отведи леди Вайсвальд в безопасное место и заодно разведай, что происходит в городе. Господин Хайм, я не только вышивать умею, я останусь и буду сражаться. Никак нет, леди. Мы с вашим братом и генералом справимся втроем, да хранят нас тени. А чё опять 80? В смысле 80 аж? Да, моя устойчивость плохая, потому что резкое повышение. Ну ладно, пойдем. Пойдем пробовать. 3000. Если будет вас бич. А, вир, блядь, думал бич. Какой бич? На все воля огня. Действительно. На тебе волю огня. Да что такое? Как будто опять эти вонючие кошаки. Опять эти шерсть. Где? Где оно? Лес не преклонит колени. Да-да, да-да-да. Все именно так. О, устойчивость. Я не верю своим глазам. Вы победили этих амбалов. Вот бы у меня были хорошие новости, но нет.
Северяне уже попрятались по всему городу, а знаете, как они попали в крепость? Им кто-то открыл дверь, среди нас предателей. Из твоих уст это вообще умора, а не новость. То старое помянет, тому глаз вон. Мы с Леди Вайсвальд все разузнали. Северян поддерживает кое-кто из знати. И из других каст. Даже ночные воины заодно с ними. А еще я услышал, что в тюрьме готовится побег. Видать, это недоумки хотят задружиться с северянами. 7 бета, ответ 1, огнепоклонники. Долго же мы грелись в безопасности, если бы только король был здесь. Ладно, с кого начнем, генерал? Я еще на подходе к крепости заприметил ночных воинов. То ли они в засаде сидели, то ли у них там рандеву с северянами. Вот мы и явимся на эту рандеву и повыбиваем из предателей всю дурь. Наверняка они с заключенными в сговоре. Вообще странно, что ночные воины в наших краях. Я думал, они уплыли вместе с королем еще тогда, 20 лет назад. Так, у меня выбор, да, получается? Генерал, сэр, знаете, кто возглавляет побег заключенных? Помните Рейнхарда, отреченного, который еретики называли пророком? Так вот, бессмертные не решились его убить. Я знаю это, потому что попал в тюрьму примерно в то же время по ложному обвинению. Но это сейчас не важно, если Рейнхард сбежит. Можешь не объяснять, мы не тупицы. Последнее, что нам сейчас нужно, это новое восстание отреченных. Улавливаете, да? Страну лихорадит, все это не случайно. А последователи Рейнхарда еще на свободе. Лучше поскорее задержите его. Так, ночные воины? Или все-таки, конечно, отреченные? Ты не надел лучшие вещи. Ты не подтер задницу, и что, блядь? Я генерал алого войска, мне вообще срать. Ля какой? А в смысле Рейнхард женщина? Ты слышал женский звук? Это женщина. Это мужик. Нет, это женщина или мужик. По сути, Рейнхард это мужик. Но почему я слышу женские звуки? Главный тюремщик. В смысле? Я разберусь, уходи. В смысле главный тюремщик? Какого хрена? Ты тюремщик. Вот это я знатно прихерел. Тюремщик мне чуть не разнес. Что здесь творится? Главный тюремщик и на стороне Рейнхарда? Я же говорил. Мы упустили его. Черт. Мы еще можем успеть на перехват. Ночные воины у города, возможно, они его ждут. Да. А какой смысл было выбирать, если в итоге и там мы идем? Граф Теодор. На, куда ты прешь? Опачки. Вот это тебя зажали, да? Но уже тяжеловато его пробивать. Нелегко. Я ж как бы на невозможном играю. Да ёпш ты засрушь. На.
Надеюсь, тебе хватит. Под ним давай. Молодец. Молодец. Кстати, звук может быть хуже, чем в прошлых сериях. Буду настраивать, потому что у меня как бы другая обстановка, другие... Больше эхо стало, меньше шумов. Короче, это все надо настраивать, потому что звук стал другой, и в итоге он не подходит к настройкам микрофона, который я настраивал. Может быть рыпение и так далее. Но я настрою, еще раз говорю. Так, это вроде еще дышит. Гизмо, останься и допроси его. Так точно, сэр. Брат, генерал, сержант, помогите! Свен со своими людьми в тронном зале! Пожалуйста, поторопитесь! Ты вроде с мечом, не? Как ты смеешь переступать порог тронного зала, огнепоклонник? Это тронный зал больше похож на музей. Ведь король сюда давно не захаживает. Придержи свой дерзкий язык, лесное отродье. Генерал, твой пес не выносит моего запаха, но когда-то наши народы уважали друг друга. Да и теням вы поклоняетесь не всегда, как говорят. Говорят еще, что ты особенный. И похоже не врут. Твой дух развращен тенями, но ты воин. Как их поискать? Давай-ка поступим так. Сразись со мной. Я изголодался по достойным противникам. Победишь? Дети огня покинут крепость. Проиграешь? Ну пеняй на себя. Да без проблем. Сейчас мы ему дадим пиздюлину. Он свалит с крепости, и все будет как раньше. Хрупкий потомок. А почему я хрупкий опять? Ля. Что ж, начнем. А почему так отлетело ему? Есть, блядь! Ты ничего, что я сейчас сидел и огонь делал? Ты видел, на 10 километров подлетел? Я огонь делал, ты вообще меня не должен подлетать и что-то делать. Мое пламя не угаснет. Ты, сука, баран сраный. Да ёб ты засранец. Смотри, что творит. А, кстати, то, что у него жизни так быстро уходит, это перк я поставил. Вроде бы отражатель урона или поглощение урона или что-то такое. Я его еще на максимум не прокачал, вроде как, но качаю. А это босс. Этот баран босс. Повеселимся еще. Хорош! Блять. Отдохни. На тебе отдых. Да ты засранец! Да ты мне уже хоть раз вот эту фигню сделать. Я ж хочу огонь развести. А ты мне не даешь. Каждый раз, когда сижу огонь развожу, он мне подлетает на меня. Подкидывает. Ну, вроде как ничего не дают, правда. Очень виноват, ваше высокопревосходительство. Из тюрьмы сбежал не Рейнхард, я облажался. А мне еще показалось, что с тем воином что-то не так. Это была девица Хельга, которая облачилась в доспех Рейнхарда. Нас провели. Я ж тебе говорю, там женщина была. Значит, ей удалось. Дети огня, братья, мы спасли истинную пророчицу. Матушка, спи спокойно, мы совершили твое покаяние. Мы вернем на престол настоящую королеву, как и было предсказано. Пророчество сбудется, но сначала по домам. Я не спал 3 суток. Только попробуй уйти, кровопийца. Попробуй меня остановить. Так уже дали пиздюлину. Так уже ждали пиздюлину, куда собрался?
А чё качается? Новая глава? 2 мегабайта? Где мне найти столько устойчивости? Как бы сеты... Если я сейчас все сундуки потрачу, ну соберется несколько сетов, но не золотых вот этих, которых я получал там с той же, ну ту же гончую, того же змеиного царя. То есть их тоже обязательно надо, потому что дальше по сюжету не пройти. Ага. Предложение. 3000. За что? Да хорош. Сейчас оно будет мне 10 000 вылетать. Свен был не один, а с целой компанией ребят. Бросаться на него было бы неразумно, господин советник. Поэтому вы позволили ему уйти. Вы понимаете, зачем он это сделал? Теперь вся страна будет знать, что мы северянам больше не указ. Отправляйтесь прямо в их логово, уничтожьте сердце леса. Мы покажем этим выродкам, где их место, раз и навсегда. Они вынудили нас. Если вы позволите, господин советник, сердце леса нельзя уничтожить. Многие пытались, оно сводит с ума самых славных воинов. И еще, мне кажется, или кто-то пытается сломать двери тронного зала. Что? Мы болтаем, а кто-то ломает двери? Это нормально, да? Кто-то ломает двери, а мы там болтаем. И зачем? Теневой ты. Фанатик. Зачем двери ломаешь, дебил? Смерть бессмертным! Мы постоим за Легион. Так сейчас Легион. Почему бессмертные плохи? Ну, кстати, стало опять легко. Ну или это он легкий. Смерть кочевникам, уже кочевникам. То бессмертным, уже кочевникам. Ты определись. Каждый уровень это какой-то босс. Интересно, сколько всего уровней. То есть, если, допустим, 53, то 6 боссов осталось. Чёртовы северяне, как только они появились в городе, тотчас же начались беспорядки. Обстановка в городе и так была неспокойной, а цели северян все еще не ясны. Поход за сердцем леса пока слишком рискованное предприятие. Я согласен с князем. Уводить все силы из крепости сейчас – безумие. Надо понять, зачем северянам понадобилась девица Хельга. Я могу устроить переговоры на нейтральной территории. Держите себя в руках. Свен знает, как выводить людей из себя и умело пользуется этим. Пошли. Пошли. Итак, все в сборе. Прежде чем вы все полезете в драку, я хотел сообщить вам кое-что важное. Кажется, мои люди нашли наследницу престола. Мы не глупцы, господин советник. Король никогда не вернется. Как мы знаем, это ему лесной народ дал обещание мира, а не бессмертным. Это так. Дети огня будут держать слово, данное королю. Но этим жрецам, которые обманом захватывают власть, мы ничего не обещали. Хватит дерзить. Я не собираюсь гоняться за детской выдумкой. Обе дочери короля и его жена погибли в ночь скверны. Бессмертные сказали вам так. Но так ли это? Я не против твоего народа, но жрецов я презираю, и я могу доказать нашу добрую волю. Дети огня видят этот город насквозь. Он кишит подстрекателями. Они провоцируют людей и сеют ненависть. Мои братья укажут вам на них путь. Пошли. Пойдем.
Какая-то новая музыка. Ну, бренчание, не музыка. Так, подстрекатель. Здорово. На, говно, просто отлетело. И опять вот ты спрашиваешь, когда серия Shadow Fight, когда серия Shadow Fight. Ты посмотри, какой отрыв сейчас по устойчивости. Следующая серия, я думаю, будет не прям скоро, потому что надо эту устойчивость как-то нагнать. То есть как-то вот догнать до сколько там, 90 уже надо. $150. О, новая! 2 новые вещицы. Твой жест ничего не доказывает, северянин. Не наше дело думать, вернется ли король. Он доверил легион бессмертным, и это главное. Подожди. Если то, что вы говорите, правда, то где же наследница? Ее спрятали на запретном острове. Возможно, это сделали бессмертные. А возможно, сам король пытался спасти ее, и сейчас ее хотят убить. Это брехня. Дети огня знают, где спрятан секрет истинной королевы. Он в старом склепе, прямо у крепости, так сказала пророчица. Это просто смешно. Хайм, я приказываю вам немедленно прекратить этот балаган. Не так быстро. Алое войско принадлежит королю, и речь идет о королевской дочери. Генерал, сэр, что вы думаете, чей след более надежный? Так, смотри. Северяне считают, что древний склеп хранит тайну истинной королевы. Мы должны проникнуть туда. Или кочевник уверен, что наследие короля спрятана на запретном острове и что ее жизнь в опасности. Пошли в склеп. В смысле в склеп? Ну, склеп это типа тайна истинной королевы. Тайну можно... Она же хранит тайну. То есть в тайне можно потом прийти. Так что сначала как бы... Пойдем сюда. На острове вам будет ждать мой человек. Она уже давно разыскивает наследницу и изучает местные обычаи. Шибата будет вашим гидом. Свен, брат, я тоже хочу с ними. Никогда не плавал на корабле, да и мне нужен выходной. Если я там пропаду, знаешь, что делать. Знаю, брат. Присматривай за генералом. Пророчица говорит, что он найдет королеву. Вот мы и прибыли. Господин Хайм, вам нехорошо? Это тебе сейчас будет нехорошо. Ненавижу море, особенно чаек. Где помощница Тарвана? Лучше бы ей появиться поскорее. Князь отправил к ней Аврору с сообщением. Она должна была ждать нас здесь. Будьте осторожны. И, пожалуйста, будьте вежливее с помощницей. А это случайно не она? Вот та, хмурая. Назад! Это призраки острова! Приготовьтесь к бою! Вот та, хмурая. Смотри, там 95 надо. Та-та-та. Та-та-та-та-та. Мастер теней. Призрак пирата. В смысле, ты, блядь... Вот та хмурая, ты... спутал мужика-пирата с женщиной? Женщиной? На. Вот смотри, он за один удар просто мне внес пачку мою. На, блядь. Чисто по щам. Чисто пощечину. Где еще? Давайте мне еще устойчивости. Ты кто?
Фу, ты кто? Ты Джун, но ты кто в плане там? Слава теням, наконец-то вы появились. Я уже думала, что никто не придет на помощь. Джун, познакомься, это генерал Алого войска, сержант Хайм и господин Штрафник. У вас, кочевников, совсем крыша едет от вежливости. Ты что, не видишь, что девчонка перепугана в усме? Что тут случилось, подруга? Я в порядке. Я нашла амулет королевской дочери. Она действительно здесь. Местные называют ее жрицей теней. Это должна быть она. Я езжу сюда уже несколько лет. Мне почти удалось завоевать доверие местных жителей. Но сейчас они куда-то исчезли. Боюсь худшего. Они говорили, что жрица не взрослеет, и что ее кошмары живые. Тени ее снов воплощаются в реальность, и сейчас они наводнили остров. Так. Народ степи пытается постичь тени человеческих умом, несмотря на запреты, сейчас греховные знания Шибаты могут оказаться полезными. Или Джун посвятила жизнь изучению запретного острова, она научит нас защищаться от живых кошмаров королевской дочери. Давай так. В чаше речка течет, в речке лотос плывет, в лотосе дворец стоит, во дворце мой друг сидит, грязь речная, уходи, генералу не вреди. И, блядь, чё, бабка-шептунка? Вот эта, которая якобы порчи снимает. Детская песенка. Вы серьезно, леди? Мы – дети степи, сэр. Песенка просто фокус, с помощью которого Джун отвлекает волю генерала и обращается напрямую к его собственной тени. Что это за кошмар такой? Живая тень? Мы видели таких. Последнее время они изо всех щелей лезут. У острова есть дух-покровитель. Полуночный лотос. Танцы и праздники умиротворяют его. Не видя танцев, он становится жестоким фантазмом. Я не знаю, куда делись местные, но здесь, наверное, уже давно никто не танцевал. Так потанцуй. Можешь раздеться. Как там? Какие там танцы? Я не знаю. И полуночный лотос стал мучительным кошмаром. Дух-покровитель. Сущность высокой энергии, она обладает большой силой. Скорее всего, это он вызывает беспокойство призраков. 97к нужно устойчивости, чтобы ты понимал. То есть мне не хватает 20 тысяч. 20 тысяч! Это вообще даже, мне кажется, нету этого. Если даже все сеты собрать. Фантазм, здорово. Какой-то ты лох. Реально, какой-то лох. Неэффективный яд. Кстати, яд. Это яд типа не действует? Или он наложит яд? Да он уже не наложит яд. Получает просто за секунду. У него, кстати, вроде доспехи какие-то разные. Как малая полосочка прибавляется. Это самая большая сюжетная линия, что ли, самая большая? Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Убирайтесь, чужаки, и передайте вашим хозяевам, что тени рано или поздно получат свое. Великий вождь, выслушай меня. Мы не желаем вам зла, мне только нужно увидеть своими глазами, что находится в пещере. Замолчи, презренная. Это ты привела к нам беду. Куда делся этот хмырь? Как сквозь землю провалился. Он мне не нравится. Я бы почесал об него кулаки. У меня есть догадки. Я никогда не видела жрицу, но подозреваю, что они прятали ее в пещере. Проблема в том, что туда так просто не попадешь. Где-то здесь должен быть вход, но, возможно, мы должны совершить какой-то ритуал, чтобы открыть его. Пойдем. Ща я совершу ритуал. Ща такой ритуал совершу, охереют. Так, мастер теней затмения. Смотрите, здесь еще призраки. Они плачут и тянут к нам руки.
Это выглядит точь-в-точь как Сактар. Возможно, настоящий Сактар сейчас где-то прячется. Но она предводитель войска, правая рука вождя. Они хотят битвы. Уж я-то знаю, я такое уже видел. На древней арене лесного народа были такие же бедолаги. Их хлебом не корми, дай подраться. Да, я точно говорю, не верите? Или испугались просто? Я ничего не боюсь, щенок. В бой. Правильно. Щенок. Просто, блядь, как тряпка, подлетела, улетела. Как санная тряпка на ветру. Мастер теней. Ну иди сюда еще. Затмение. Вообще насрать на затмение. А господин Штрафник был прав. Как только мы победили их, они поклонились и растворились. И я всегда прав. А это часом не был тот самый ритуал, который нам нужен. Я не особо разбираюсь в этих вещах, еретических штучках, конечно, но... Если подумать, они действительно дрались здесь каждый раз перед любым праздником. Может быть, они открывали пещеру для вождя? Мы должны проверить это. За мной! Ну, а посмотрим мою пещеру в следующей серии. Подписывайся на канал, на паблик, на телеграм, ставь лайк, пиши комментарий и всем до встречи в новых видео.